Привет, друзья! С вами снова Дмитрий. И сегодня хочу немножко рассказать вам о том, как привязать веревку к фаркопу. Тут недавно случилось, вытаскивал соседа из сугроба. И пока к нему подъехал, вылезал из машины, надевал перчатки, он уже прицепил какой-то трос вообще непонятный, каким-то странным узлом, засунул монтажку туда, чтобы не развязался. Вот. И я такой посмотрел на это дело, говорю: не-не-не, братан, так не получится, давай я тебе покажу. Надо знать всего лишь там 1,5-2 узла, чтобы спокойно привязать трос буксировочный к любому крюку. Сейчас я вам покажу, как это делается. Запомните, всего 2 узла, и не нужно покупать никакие специальные тросы с крюками, которые вечно китайские разгибаются, ломаются. Полная это все фигня. Купите обычную веревку, которая вам пригодится для крепления груза или еще для чего-то. Там в машине всегда веревка пригодится. Ну и, соответственно, как буксировочный трос ее можно использовать. Поехали. Кстати, ребята, для тех, кто не знал, вот этот вот крюк, здесь петля, вот эта резьба обратная. Вот. Как привязать к ней веревку? Следите, чтобы было вот так вот. Вот так вот перекинули, а это уже сюда. И потянули. Все. И вполне себе просто распускается. Все, ничего придумывать тут не нужно. Давайте еще раз. Все. И он от тряски, этот узел, не разболтается. Вполне себе спокойно можно привязывать. Никаких проблем. Развязывается тоже очень просто. Другой вариант. У вас осталось веревки нету. Остался порванный какой-то трос, которым надо как-то привязать. Ну, можно, конечно, на удавку здесь сделать, 8, петлю накинуть. Да, но есть способ проще. И развязать потом будет проще. Берете, прихватили, петлю делаете снизу, пропускаете сюда конец, обводите концом веревку
и засовываете ее обратно. Вот как-то так. И все. Та же петля, только развязать его значительно проще потом, этот узел. Он не развязывается под динамической нагрузкой. И все вполне себе нормально происходит. Все очень просто. То есть накинули, петля снизу, вот такая, пропустили сюда конец, обвели вокруг главной веревки и обратно ее вместе с этим. Все. Также можно и к крюку привязать спереди. Или вот здесь вот сейчас покажу. Продели его сквозь крюк. Петля снизу. Завели конец, обвели вокруг веревки и опять в петлю. Все. Никуда он у вас не денется, никогда не развяжется. Если уж прям совсем сомневаетесь, то можно еще сделать контрольку. Ну, смысла в этом нету. Вот так вот. Все. Никуда у вас никогда ничего не денется. И по динамической нагрузке, повторяюсь, такой узел не развязывается. Но вполне себе легко, достаточно легко развязывается. Ну вот, друзья, всего лишь парочка маленьких узлов, которые элементарно запомнить. И ничего сложного в этом нету. Так что не стесняйтесь, пользуйтесь советами. Если вам интересно какие-то еще узлы для жизни, я с удовольствием расскажу. Пишите в комментариях. Ну а на этом все. Пока-пока. Спасибо, что смотрите. Пока.